рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я с вами делюсь лимонным кексом с яблоками и миндалем. Очень вкусный, очень воздушный, ароматный пирог или кекс, в зависимости от того, какую форму вы выберете, получается. И очень люблю этот принцип. Положил, помешал, поставил в духовку и уже все готово. Смотрите этот рецепт. Как я уже сказала, чем мне нравятся вот такие вот пироги, кексы, делаем 3 больших действия. Закладываем, мешаем и выпекаем. И пользуюсь я здесь именно миксером. То есть беру 4 яйца и взбиваю. К яйцам сразу добавляю стакан сахара. Тут же щепотку соли и пакетик ванилина. И буквально полминутки взбивается, добавляю пакетик разрыхлителя. То есть сразу все закладываем, ничего не ждем, только лишь вот сейчас 2 минутки до такого молочного цвета теста. Затем кладу творог. У меня рикотта. Я люблю использовать рикотту, потому что рикотта, она очень нежная, она воздушная, тесто не утяжеляет, но если у вас нет рикотты, то можно взять просто творог, но не поленитесь его перетереть раза 2, а лучше и 3 через сито, чтобы оно стало прям мелким-мелким и наполнилось кислородом. Рикотту же я вот так вот кусочками режу, чтобы миксеру было легче справляться. И чуть-чуть, буквально тоже минутку даю повзбиваться. Затем кладу цедру. Цедру беру лимона, 1,5 столовые ложки, это 1 большой лимон. Делаю цедру. И кладу его в тесто. Мне очень нравится именно лимонная, а не апельсиновая цедра в этом сочетании в тесте. И половину муки, потому что после цедры, после творога тесто немножко жидковатое, и чтобы оно не плевалось, кладу 1 стакан муки, а затем уже другой положим. Повзбивалась секундочку, добавляю 100 мл растительного масла, помогая ложкой тоже опять же в тесто добавляем и по чуть-чуть вводим масло. Затем 50-70 мл воды, больше не надо, но тесто у вас будет совершенно не сухим. И оставшуюся муку добавляю. Все, тесто должно быть вот такой вот консистенции, то есть оно должно так тяжело спадать вниз, оно не должно быть жидким. И теперь перекладываем в форму. Форма у меня 20 сантиметров. Также подойдет это количество теста и на 22 и на 24. Только немножко он будет менее поднятый кекс. Значит, низ формы смазываю растительным маслом. Смазываю всегда вот так вот салфеткой. Просто это удобно. Салфетку выкинули и все, ничего не надо мыть. Борта у формы ничего не смазываем. Выливаем тесто в форму, вот так вот его прокручиваю несколько раз, чтобы оно распределилось равномерно просто-напросто. Яблоки. Я яблоки выкладываю просто-напросто по кругу, вот тоненько вот так вот порезанные, прям вот как бы немножко их опуская в тесто. Яблоко я беру здесь сладкое, потому что кислое зеленое яблоко мне не нравится в сочетании с миндалем, который тоже буду здесь использовать. Сверху посыпала миндальными листьями и ставлю в духовку на 180 градусов хорошо разогретую минут 45-50. То есть самый показатель, все должно у нас подняться, зарумяниться, отойти от бортов. И вытаскиваем. У меня пирог простоял 50 минут. Может быть, это и до часу нужно, чтобы он постоял. Главное, нужно проверить, можно зубочисткой, чтобы не было, проткнуть зубочисткой, и чтобы она и была абсолютно сухая. Вот мне хватило 50 минут, 180 градусов. Все, даем ему полностью остыть на решетке, на деревянной поверхности, либо на плиту, ставим с конфорками, чтобы воздух проходил. И подаем к столу. Можно также посыпать и
сахарной пудрой сверху. Но я уже этого делать не буду. Мне нравится этот кекс, этот пирог. И так он очень вкусный. Аромат в квартире стоит от цедры просто изумительный. Миндаль добавляет такую изюминку, что называется, во вкусе. Приятного вам аппетита. Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. За лайки всегда спасибо.